Привет, друг! В марте прошлого года итальянские ученые заявили, под пирамидами Гизы подземный город, огромный, древнее самих пирамид в десятки раз. 4 спутника зафиксировали одно и то же. Разрешение на раскопки не дали. И это лишь один из следов цивилизации, которой официально не существовало. Садись удобнее. Город под Сфинксом – радары, которые увидели слишком много. Египет, плато Гиза, западный берег Нила в 20 километрах к юго-западу от Каира. 3 пирамиды, Большой Сфинкс, тысячи туристов каждый день. Самый изученный археологический участок на планете, тысячи статей, сотни экспедиций за последние 200 лет. Казалось бы, здесь нечего искать. 15 марта 2025 года команда из 3 исследователей опубликовала пресс-релиз, который за несколько часов разошелся по мировой прессе. От европейского телеканала Евроньюз и израильской газеты Jerusalem Post до десятков научных блогов. Филиппо Бьонди, инженер-радарщик из Стратклайдского университета в Шотландии, Коррадо Маланга, профессор Пизанского университета в Италии, Армандо Мэй, независимый исследователь. Название проекта – проект Хифрен. Их заявление – под пирамидами Гизы подземный комплекс, о котором никто не знал. Метод, который они применили, называется САР – радарное сканирование с синтезированной апертурой. Это не экспериментальная разработка, та же технология, которую американское космическое агентство НАСА использует для мониторинга Земли, а геологи – для поиска нефти и картирования подземных разломов. Команда обработала данные спутников американской компании Capella Space, преобразовав радарные сигналы в трехмерные изображения подповерхностных структур. Бьонди – автор запатентованного метода доплеровской томографии, позволяющего по микровибрациям грунта восстанавливать картину того, что находится под ним. В 2022 году Бьонди и Маланга уже опубликовали статью в рецензируемом научном журнале «Дистанционное зондирование», по-английски «Remote Sensing». Статья прошла научную проверку. В ней команда продемонстрировала, что их метод способен обнаруживать уже известные внутренние камеры пирамиды Хеопса, тем самым подтвердив точность технологии. После этого они направили радары глубже. Результаты 2025 года оказались неожиданными. Под пирамидой Хифрена 5 идентичных структур вблизи основания, соединенных геометрическими коридорами, каждая с 5 горизонтальными уровнями. 8 вертикальных цилиндрических шахт глубиной более 600 метров, окруженных спиральными спусками. На глубине 2 крупных зала, каждый шириной приблизительно 80 метров. Общая длина подземной сети около 2 километров. И еще один уровень, на глубине 1200 метров. Для понимания масштаба, высота пирамиды Хеопса составляет 146 метров. Заявленный подземный комплекс, если данные верны, в несколько раз превышает объем всех 3 пирамид вместе взятых. Презентация прошла в Болонье, в конференц-зале отеля. Зал был переполнен. Бьонди позже написал в социальной сети: «Я поражен количеством обсуждений после моей конференции». Николь Чикола, пресс-секретарь проекта, заявила: «Это открытие может переопределить наше понимание священной топографии Древнего Египта». Реакция академического мира последовала быстро. Захи Хавас, бывший министр по делам древности Египта и один из самых авторитетных египтологов мира, назвал заявление итальянцев полной ерундой. Хусейн Абдель-Басир, директор Музея древности Александрийской библиотеки, использовал слова «преувеличение» и «обман». Лоуренс Каньерс, эксперт по радарной археологии из Денверского университета, разобрал методологию и пришел к выводу: современные радары физически не способны сканировать сквозь скальную породу на километровую глубину с заявленным разрешением. Роланд Энмарх, преподаватель египтологии Ливерпульского университета, выразился коротко: «Я поверю в существование чего-либо, когда совокупность доказательств укажет на то, что оно существует». Американский сайт-верификатор Snopes, проверяющий достоверность новостей, присвоил материалу статус «не подтверждено». И еще один факт, который критики поднимают регулярно. Коррадо Маланга известен не только как ученый-химик, но и как уфолог, исследователь внеземных цивилизаций. Он появлялся в программах, посвященных внеземной жизни, и продвигал теории, далекие от официальной науки. Это не делает его радарные данные автоматически ложными, но это делает научное сообщество значительно осторожнее. Все это честные аргументы и веские.
Но вот что не дает закрыть эту историю одним словом «ерунда». Статья 2022 года прошла научное рецензирование. Метод доплеровской томографии запатентован. Бьонди не блогер, его специализация – это мониторинг инфраструктуры, дамб и мостов с помощью спутникового радарного сканирования. До пирамид он занимался тем же самым, просто направлял радары на бетон, а не на известняк. Команда утверждает, что данные получены от нескольких независимых спутниковых операторов компании Capella Space, и все они зафиксировали одни и те же аномалии. Результаты 2025 года не опровергнуты. Они не подтверждены, но и не опровергнуты. Ни один из критиков не провел собственного сканирования той же территории. Позиция сводится к тому, что заявленная глубина невозможна для стандартного радарного сканирования. Но Бьонди утверждает, что его метод доплеровской томографии работает иначе, и именно это позволяет видеть глубже. Проверить это утверждение можно только одним способом – независимым повторением эксперимента, которого пока не было. Египетские власти не дали разрешения на физические раскопки. Команда ждет его с весны 2025 года. По словам Бьонди, им нужно лишь расчистить предположительно заваленные входы и спуститься вниз. Но разрешения на это нет. Отдельный вопрос – датировка. Маланда заявил, что подземный комплекс может быть значительно старше династического Египта и называл цифру 38 тысяч лет. Для этой датировки нет ни радиоуглеродных данных, ни геологических оснований. Это чистая гипотеза, не подкрепленная ничем, кроме его собственной интерпретации. Научное сообщество эту цифру проигнорировало. Справедливо. Но сами структуры, если они существуют, не нуждаются в спорной датировке, чтобы быть сенсацией. Подземный комплекс глубиной 600 метров под самым известным археологическим объектом планеты – это открытие, которое переворачивает все, вне зависимости от того, построили его 4500 или 38 тысяч лет назад. Данные 4 спутников лежат в открытом доступе. Критика публична. Разрешения на раскопки нет. Под ногами туристов, которые каждый день фотографируют пирамиды, возможно, находится нечто, о чем мы пока знаем только по радарным теням на экране. А возможно, ничего. Единственный способ узнать – копать. Копать не дают. Если предположить, что под Гизой просто ошибка интерпретации данных, а не реальный город, то следующий случай сложнее. Здесь сооружение стоит прямо перед нами, его можно потрогать руками. Вопрос только в том, кто его построил и, главное, когда именно. Базальтовый мегаполис на дне – загадка Нан-Мадола, 1826 год, Тихий океан. Российский мореплаватель Федор Литке на шлюпе «Синявин» во время кругосветного путешествия составляет карту острова Пантеи, вулканического клочка суши в самом отдаленном углу Тихого океана, между Филиппинами и Гавайями. В угол карты он вписывает несколько строк о странных базальтовых стенах, выступающих прямо из воды у восточного берега. Несколько строк и больше ничего. Руины непонятного назначения. Местные называют это место Нан-Мадол, что означает «место промежутков», хотя прежде у него было другое название – Сон-Нан-Ленг, то есть «Риф небес». То, что Литке обозначил несколькими строками, через 80 лет потребует целой экспедиции. В 1907 году немецкий этнограф Пауль Хамбрух прибывает на Помпеи в рамках германской колониальной администрации и проводит первое систематическое исследование руин. Он ожидал найти просто развалины. Вместо этого перед ним разворачивается город. 92 искусственных острова, соединенных системой каналов, 800 каменных сооружений, стены из базальтовых колонн высотой от 8 до 18 метров и толщиной до 3 метров, уложенных крест-накрест, как поленница. Угловой камень фундамента главного сооружения, Нан-Дауас, весит 50 тонн. Отдельные колонны достигают 7 метров в длину. Хамбрух подсчитал, для строительства комплекса было перемещено не менее 750 тысяч тонн базальта, без колес, шкивов и тягловых животных.
Новозеландский археолог Джон Браун в начале 20 века подсчитал, сколько людей нужно, чтобы это построить. Не менее 10 тысяч рабочих, занятых исключительно стройкой на протяжении нескольких столетий. Но на острове нет ни пресной воды, ни достаточно пищи для такого количества людей. Официальная версия датирует строительство 1180-1500 годами нашей эры. В 2016 году ЮНЕСКО присваивает объекту статус всемирного наследия. Все зафиксировано, все аккуратно, но вот что не вписывается в такую простую картину. В 1978-1979 годах исследователь Артур Сакс проверил предание о затопленном городе под водой вокруг острова Накапф. Легенда оказалась правдой. На глубинах от 25 до 30 метров базальтовые колонны высотой до 6 метров, покрытые толстым слоем кораллов. А кораллы, как известно, растут очень медленно. По данным об изменении уровня Мирового океана, эти конструкции оказались под водой около 8-12 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. Если подводная часть – продолжение того же комплекса, то официальная датировка описывает только надводный этаж. То, что лежит глубже, на тысячелетия старше. Это еще не вся история. В период японской оккупации накануне Второй мировой войны японские водолазы работали в акватории вокруг Нанмадола. Немецкий путешественник Герберт Ритлингер, находившийся на острове в то время, зафиксировал следующее. Водолазы поднимали со дна предметы из платины. Экспорт платины с Помпеи в Японию на какое-то время вытеснил традиционные товары острова – копру, ваниль и перламутр. Но горные породы острова Помпеи не содержат ни следа платины. Откуда она взялась на дне, официальная наука не объясняет. Японские архивы по Помпеи по большей части утрачены в годы войны. Однажды двое водолазов не вернулись на поверхность. После этого работы прекратились. Есть еще одна деталь, о которой редко говорят. Дэвид Чайлдресс, проводивший исследования на Нанмадоле в 80-х и 90-х годах прошлого века, приложил компас к одной из базальтовых балок, и стрелка начала вращаться без остановки. Базальт Нанмадола намагничен. Странные электромагнитные свойства этих камней отмечали еще первые европейские путешественники, но никто так и не попытался объяснить, почему именно эти базальтовые колонны ведут себя иначе, чем тысячи других базальтовых сооружений по всему миру. Возможно, ответ стоит искать там, где его обычно не ищут. Мейнстримная наука относит Нанмадол к династии Сауделер, 15 жрецам-королям, правившим островом с XI по 17 век. Хамбрух исследовал предания о сауделерах. Их власть над островом была абсолютной, а поведение, если верить источникам, выходило далеко за рамки человеческой нормы. Местные наделяли их разными умениями, в том числе всезнанием. По преданиям, сауделеры мгновенно узнавали все, что происходило на острове, вызывая ужас у местного населения. Зафиксировано, что местные жители не называли их обычными людьми. Они называли их другими. Легенды не являются доказательствами, но подводные конструкции возрастом 8000 лет не легенда. Платина на острове, где ее нет в природе, не легенда. Намагниченный базальт тоже не легенда. Нанмадол стоит в Тихом океане по сей день. Подводная часть официально не исследована. Местные жители не ходят к руинам после темноты. Страх передается из поколения в поколение уже веками. Табличка ЮНЕСКО называет годы строительства. О том, что лежит под водой, она молчит. Это второй раз в нашем расследовании, когда официальная датировка сооружения и возраст его подводного основания расходятся на тысячелетия. Разные океаны, разные культуры. Одна закономерность. Брошенный вес богов – 1650 тонн Баальбека. Осень 2014 года. Ливан, долина Бекаа, в 65 километрах к северо-востоку от Бейрута. Команда немецкого археологического института и Ливанского университета под руководством археолога Жанин Абду-Масих ведет раскопки в каменоломне рядом с уже известным южным камнем, гигантским необработанным монолитом весом 1050 тонн, лежащим в земле со времен неизвестно каких. И вот под слоем грунта обнаруживается еще один блок, покрупнее.
Когда его измерили, 19,5 метров в длину, 6 метров в ширину, 5,5 метров в высоту. Расчетный вес около 1650 тонн. Это самый тяжелый обработанный камень из всех известных человечеству. Он до сих пор лежит в яме, частично уходит под землю. Его просто бросили. Чтобы понять масштаб, нужно подняться чуть выше по склону, туда, где стоит храмовый комплекс. 3 блока знаменитого трилитона, вмонтированные в западную стену храма Юпитера, каждый весом около 800 тонн, длиной 21 метр, высотой 5 метров, уложены на высоте 7 метров над землей. Бывший хранитель Баальбека Мишель Алуф писал: несмотря на свои грандиозные размеры, они так аккуратно сложены и так точно соединены друг с другом, что между ними почти невозможно просунуть даже иголку. Под трилитоном 9 рядов блоков по 300 тонн каждый. Все вместе – это платформа, которую не мог бы построить ни один известный народ ни в одну известную эпоху. Официальная позиция. Баальбек построили римляне в 1-3 веках нашей эры. Объяснения рабочие. Римляне умели строить грандиозно, используя рычаги, кабестаны, деревянные настилы и труд тысяч рабочих. Но вот что не дает закрыть этот вопрос. Рим был образцовой бюрократической машиной, и ни одна постройка имперского масштаба не прошла бы мимо бюджета и архивов. Строительство в Баальбеке, крупнейшее на всем Ближнем Востоке, в римских документах не упоминается. Нигде. Географ Страбон описывал эти земли подробно, но про монументальные постройки ни слова, как будто их тогда еще не было, или как будто они уже были, до Рима. Есть еще одна деталь. На камнях фундамента под трилитоном видны ряды выемок, предположительно следы захватных механизмов. На самих плитах трилитона таких следов нет ни на одной видимой поверхности. Каким именно устройством подняли и установили именно эти 3 монолита, официально остается открытым вопросом, который предпочитают не выносить в отдельную строку. И еще одна деталь. Под всем комплексом проходит разветвленная сеть подземных тоннелей шириной до 3 метров и высотой до 2,5 метров. Из стен кое-где выходят металлические трубы квадратного и круглого сечения. Теории об их назначении нет, исследованы они не полностью. Если обратиться к преданиям, а не к учебникам, картина становится не проще, но интереснее. Патриарх маронитской общины Ливана Эстфан Давейги в XVII веке записал местное предание. Согласно сказаниям, крепость Баальбек – самое древнее строение в мире. Его построил сын Адама Каин в припадке безумной ярости и населил его великанами. Легенда, разумеется, но тут важна одна деталь – 17-метровые ворота в комплексе. Официально это вход для священнослужителей. Но 17 метров – это высота 6-этажного дома. Двери такого размера не нужны никому из известных нам людей. Александр Македонский посещал Баальбек и приносил жертвы. Он считал это место настолько священным, что искал здесь благосклонности богов перед своими походами. Что именно он видел, мы не знаем, его впечатления не сохранились. Блок весом 1650 тонн по-прежнему лежит в своей яме в каменоломне, почти не раскопан. На его поверхности нет следов попыток разделить его на части. Его явно готовили перемещать целиком. Кто готовил, куда и почему бросил? Табличка у входа в комплекс называет Баальбек римским городом. На вопрос о трилитоне молчит. На этом вопросы не заканчиваются, и следующие о том, кто и зачем ловил звук. Зеркало в граните – невозможная акустика. Барабара, штат Бихар, Индия. Плоская равнина в 24 километрах к северу от города Гая. Посреди нее из земли торчат гранитные скалы. Длинная округлая гряда, вытянувшаяся почти на 200 метров и похожая по очертаниям на гигантскую подводную лодку, всплывающую прямо из грунта. В 261 году до нашей эры маурийский император Ашока передал серию пещер, вырубленных внутри этих скал, секте адживиков. Это единственное физическое свидетельство, которое от них осталось. Адживики – голые бродячие аскеты, верившие в абсолютный фатализм. Все в мире предопределено космической силой Нияти, и никакие действия человека ничего не меняют.
Для достижения измененных состояний сознания они использовали ритмичное пение, танцы и особые виды медитации. Секта пережила несколько империй и исчезла к XIV веку, не оставив ни текстов, ни учеников, только пещеры. И вот пещеры – это проблема. Гранит 6-7 баллов по шкале Мооса, а медные зубила эпохи маурьев около 3 баллов. Если провести медью по граниту, пострадает медь. Тем не менее, перед нами пещера Судама. Длина 10,5 метров, ширина 4 с небольшим метра, свод высотой 3 с лишним метра и примыкающая круглая камера диаметром почти 6 метров. Правильные углы, правильные полукруглые своды, плавные переходы между прямоугольным залом и круглой камерой – все внутри монолитной скалы. И полировка. Внутренние стены отполированы до зеркала, и это не метафора. Поверхность гранита буквально отражает стоящего напротив человека. Когда в 1913 году английский писатель Эдвард Морган Форстер зажег внутри спичку, он описал это так. Из глубины камня к поверхности поднимается нечто похожее на плененный дух. Форстер был потрясен настолько, что написал роман «Поездка в Индию», и эхо пещер в нем повторяет одно и то же. Все существует, ничто не имеет ценности. Группа французских ученых, обследовавших комплекс в 2024 году, зафиксировала, точность обработки поверхности превосходит возможности современных технологий. Официальное объяснение называет технику маурийской полировкой, ручным шлифованием, следы которой действительно есть на знаменитых колоннах Ашоки. Техника существовала, это факт, одно лишь не вяжется. Колонны Ашоки – это выпуклые внешние поверхности, и полировать снаружи – задача понятная. Но здесь сложные геометрические объемы внутри монолита, прямые стены, правильные своды, плавные переходы, изнутри, в граните, медью. И все это аккуратно и идеально, тогда как та же официальная маурийская техника на внешних колоннах не давала такой точности. Теперь самое интересное. Хлопни в ладоши внутри Судамы, и стена ответит, но не коротким эхом, а долгим многослойным гулом, который затухает постепенно и ощущается не ухом, а телом. В круглой камере происходит нечто еще более странное. Голос человека напротив не слышен прямо, он звучит попеременно то у левого, то у правого уха, как будто звук огибает пространство. Исследователи акустики, изучавшие комплекс, пришли к одному выводу – геометрия не случайна, это спроектировано для работы со звуком. А теперь вспомним, кому Ашока это отдал. Адживики использовали ритмичное пение и вибрацию тела как инструмент изменения сознания, и пещеры с зеркальной полировкой превращали одну частоту в объемный резонирующий гул. Если полировка нужна была именно для акустики, перед нами не декоративная отделка, а инженерное решение, выполненное медными зубилами в граните за 260 лет до нашей эры. Но есть версия, которую официальная наука предпочитает не обсуждать. Первое. Надписи Ашоки в пещерах являются дарственными, а не строительными. Он написал «передаю», а не «построил», а постройки данных нет. Второе. Пещера Ломас-Риши не закончена, и на ней отчетливо видна граница между зеркальной поверхностью неизвестного происхождения и грубой черновой обработкой явно другого качества и явно другой руки. Как будто кто-то попытался повторить чужую технику и расширить пространство, но не смог. Третье и самое важное. На полу одной из пещер обнаружены параллельные борозды одинаковой глубины, которые ряд исследователей описывает как следы машинной обработки. Картина вырисовывается вполне четко. Пещеры существовали до Ашоки, до адживиков, до всего, что мы знаем об этом регионе. Адживики нашли их, и, возможно, вся их философия, их фатализм, их вера и страсть к акустике выросли именно из этих пещер, а не наоборот. Секта исчезла, пещеры открыты для посещения, стены по-прежнему гладкие, как стекло, надпись Ашоки рядом. Технология, которой они созданы за 2500 лет, не получила убедительного объяснения, а внутри камень до сих пор отвечает на голос, как будто помнит тех, кто давно исчез. Пластичный камень – один почерк на 3 континентах. 1553 год.
Перу, высота 3500 метров над уровнем моря. Испанский летописец Педро Сиеса де Леон подходит к стенам Саксайоамана и пишет в своем журнале: «Тот, кто не видел этого сам, не поверит, что из таких камней можно что-то строить. Они внушают ужас тому, кто рассмотрит их внимательно». Испанцы видели крепости, они понимали, что такое строительство, но к такому они не были готовы. 3 яруса зигзагообразных стен длиной 300 метров и общей высотой 15 метров. Блоки нижнего яруса от нескольких сотен до, по некоторым оценкам, 3500 тонн каждый. Самый крупный блок 8,5 метров в высоту. Все из андезита, плотной вулканической породы твердостью 6-7 баллов по шкале Mohs, тогда как медные и бронзовые зубила инков около 3 баллов. Блоки подогнаны без раствора, зазор нулевой, лезвие ножа не входит. При этом каждый блок имеет уникальную многоугольную форму, точно стыкующуюся с соседними со всех сторон, как детали трехмерного пазла, у которого нет 2 одинаковых элементов. Официальная версия. Инки построили Саксайоаман с помощью пеньковых веревок, деревянных катков и труда десятков тысяч рабочих. Это серьезная позиция с реальными аргументами. Большие камни можно двигать вручную, и это доказано экспериментально. Но объем строительных работ, приписываемых инкам за 350 лет их истории, как минимум в 10 раз превышает все, что возвели древние египтяне за 3000 лет. И это только один вопрос. Второй серьезнее. Исследователи лаборатории альтернативной истории, детально изучавшие следы обработки на блоках Саксайоамана, обнаружили нечто неожиданное. Характер этих следов – параллельные борозды, специфические выборки породы, особый тип скола, идентичен следам в гранитных каменоломнях Асуана в Египте. 2 разные породы, 2 разных континента, 2 цивилизации, которые по официальной хронологии никогда не контактировали между собой. 1 почерк. Теперь Боливия, высокогорное плато в 72 километрах от Ла-Паса, высота 4000 метров. Комплекс Пума-Пунку. Здесь есть детали, от которых у инженеров встают волосы. Желобки толщиной 6 мм, проходящие по всей высоте диоритовых блоков с рядами одинаковых отверстий через равные интервалы. Диорит тверже андезита, медью его не обработать. Но дело не только в точности. Блоки Пума-Пунку скреплены металлическими стяжками, и исследования показали, металл не вставлялся в пазы. Он заливался в расплавленном виде прямо на месте. Состав сплава – бронза, никель и мышьяк, то есть 3-компонентная бронза. В Боливии нет ни одного месторождения, где присутствовали бы все 3 компонента одновременно, а ближайшие источники никеля в Бразилии и Колумбии за 2000 километров. Но самое важное – другое. Анализ изотопов свинца в местных индейских бронзовых изделиях раннего периода показал, источником никеля служили именно эти стяжки, то есть местные жители их переплавляли. А это означает одно – стяжки старше тех, кто их нашел. 1 случай – Перу, 2 – Боливия, 3 – Египет. 3 разных культуры, 3 разных континента, 3 разных временных периода. Официальная история утверждает, эти народы никогда не контактировали между собой. Это уже 3-й регион с одной и той же технологической сигнатурой. Разные континенты, разные тысячелетия, и все же тот же почерк на камне. Как будто работала одна рука. У инков есть легенда, которую официальная наука предпочитает не включать в учебники. Древние строители, говорит она, умели размягчать камень с помощью растительных соков до состояния пластилина, после чего поверхность застывала и приобретала первоначальную твердость. Это объясняет и нулевые зазоры, и сложные многоугольные формы, и отсутствие следов резки. Никто не проверил эту версию серьезно, никто ее и не опроверг. Стены Саксайоамана стоят над городом Куско по сей день. Испанцы, попытавшиеся разобрать их на строительный материал для собора, в итоге сдались, камни оказалось невозможно сдвинуть. Тот, кто их поставил, знал что-то, чего мы не знаем. И, судя по следам в египетском Асуане, знали это не только здесь. До сих пор мы говорили о колоссальном, о стенах весом в 1000 тонн, о подземных городах, о комплексах, что видны из космоса.
Но иногда масштабный вопрос умещается на ладони. Украшение богов. Денисовский браслет. 2008 год. Алтайский край. Солонишинский район. Несколько километров от поселка Черный Ануй. Российские археологи из Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук под руководством академика Анатолия Деревянко работают в Денисовой пещере, месте, которое в ближайшие годы станет центром мировой науки. В слое 11 в Восточной галерее среди обычного палеолитического материала они находят два фрагмента темно-зеленого камня. Это браслет. Возраст от 40 до 50 тысяч лет. Диаметр 7 см. Материал хлоритолит. Ближайшее месторождение этого камня находится в 200 километрах от пещеры, на границе с Казахстаном. Хлоритолит обладает редким свойством. При дневном свете он переливается и светится изнутри, а при свете огня уходит в глубокий темно-зеленый. Тот, кто его выбрал, явно знал, как украшение будет выглядеть и днем, и ночью. Знал заранее, до того, как начал работу. В браслете просверлено отверстие диаметром 8 мм для подвески на кожаном ремне, который носили на правой руке. Это отверстие стало знаком вопроса для официальной науки. Академик Деревянко описал его параметры так: высокая скорость вращения, минимальные колебания, многократный оборот сверла. Все это признаки скоростного станкового сверления, технологии, которая по всем существующим представлениям появилась на 30 тысяч лет позже. Павел Волков, ведущий научный сотрудник института, участвовавший в исследовании, рассказал, что они пытались воспроизвести эту работу с инструментами, доступными в ту эпоху, и убедились, насколько это сложно. Браслет, судя по следам, ремонтировали минимум дважды. Он ломался, его склеивали, он ломался снова. Его ценили и не хотели терять. Официальная наука не отрицает находку, она оспаривает авторство. Часть западных исследователей до сих пор не принимает версию о том, что именно денисовцы изготовили браслет. Слишком сложная технология для существ, чья ДНК, по некоторым данным, указывает на менее развитый мозг и речевой аппарат, чем у человека разумного, то есть у нас с вами. Но браслет лежит в музее, следы сверления на нем задокументированы. Возраст слоя подтвержден несколькими независимыми методами датировки. И здесь возникает вопрос, который наука предпочитает не задавать вслух. Что если денисовец этот браслет не изготовил, а нашел его в пещере уже готовым, оставленным кем-то, кто был здесь до него? Кто-то, для кого такая работа не была чем-то особенным, принес камень за 200 километров, просверлил его с точностью станка и ушел, оставив вещь, которую следующий обитатель пещеры поднял с земли и надел на запястье, не понимая, кто это сделал. Доказательств этой версии нет, но нет и причин, по которым ее нельзя задать. Браслет хранится в Новосибирске, в Институте археологии и этнографии. Он до сих пор темно-зеленый. При искусственном освещении он все еще светится так, как, вероятно, светился у огня в пещере 50 тысяч лет назад. А технология, которой сделано его отверстие, по официальной хронологии в то время еще не должна была существовать. Денисова пещера дала нам браслет с технологией, опередившей свое время на 30 тысяч лет, в Сибири, в одном слое грунта. Но есть место, где кто-то оставил не украшение, а целый комплекс. Сооружение такого масштаба, что когда его раскопали, историки всерьез задались вопросом, не придется ли переписывать учебники по истории цивилизации с самого начала. Послание из бездны. Гюбекли Тепе. Октябрь 1994 года. Юго-восток Турции, 8 километров к северо-востоку от города Шанлыурфа. Немецкий археолог Клаус Шмидт, ранее работавший на соседних раскопках, решает осмотреть холм, описанный американскими коллегами еще в 1963 году и принятый ими за обычный средневековый могильник. Шмидт смотрит на выступающие из земли камни и понимает, что перед ним что-то другое. Он скажет позже в интервью: «Это место – сверхновая звезда. Уже в первую минуту я знал, что у меня есть два пути – уйти отсюда, не сказав никому ни слова, либо провести здесь остаток жизни». Он выбирает второе. Раскопки, которые он ведет до самой смерти в 2014 году, открывают структуры возрастом не менее 12 тысяч лет.
Это старше египетских пирамид на 7000 лет, старше Стоунхенджа на столько же и старше первых городов Месопотамии. Это самое древнее из известных монументальных сооружений на планете. Что именно нашел Шмидт? 20 концентрических круглых ограждений. В центре каждого две монолитные Т-образные колонны высотой до 6 метров и весом до 50 тонн. Поверхность колонн покрыта рельефами – львы, скорпионы, змеи, пауки, грифы, абстрактные символы. На нескольких столбах отчетливо видны руки и ладони, и Шмидт считает, что колонны изображают антропоморфных существ. «Здесь первые изображения богов», – говорил он. «У них нет глаз, нет ртов, нет лиц, но у них есть руки. Это творцы». Официальная позиция науки – Гёбекли-Тепе построили охотники-собиратели, жившие группами по 30-40 человек, не знавшие ни металла, ни гончарного круга, ни земледелия. Согласно этой версии, именно строительство комплекса, а не наоборот, подтолкнуло людей к оседлости и сельскому хозяйству. Объяснение рабочее и принято большинством специалистов. Но есть кое-что, что в него не вписывается. Для подъема и установки одной 50-тонной колонны требовалось не менее 500 человек, работающих скоординированно, и всех их нужно было кормить и где-то размещать, в то время, когда они были заняты строительством и не могли охотиться. Логистика, которую трудно представить для сообщества кочевников без письменности, без металла, без вьючных животных. При этом раскопано лишь около 5% всей площади комплекса. Что скрывают оставшиеся 95%, неизвестно. Клаус Шмидт намеренно оставил большую часть нетронутой для следующих поколений с более совершенными методами. И есть еще одна загадка, которая стоит особняком. Примерно в 10 тысячелетии до нашей эры комплекс был засыпан, не разрушен, не заброшен, а именно засыпан, аккуратно и намеренно, сотнями кубометров земли, что и сохранило его на 12 тысяч лет. Кем и зачем, наука ответа не дает. Одна из версий – создатели сделали это сами, сознательно, чтобы сохранить сооружение до тех пор, пока кто-то, способный его понять, не придет и не найдет. Доказательств у этой версии нет, но и альтернатив немного. На колоннах обнаружены пиктограммы, которые Шмидт осторожно называл праиероглифами. Символы, некоторые из которых, по мнению ряда исследователей, находят отражение их письменности древнего Урука 3000 лет спустя. Если это так, то перед нами не просто древнее святилище. Перед нами точка, от которой тянется нить через тысячелетия, через разные цивилизации, к тому, что мы называем началом письменной истории человечества. Гёбекли-Тепе внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 2018 году. Раскопки продолжаются. 95% площади по-прежнему под землей. 7 точек на карте, 3 континента. Артефакты, разделенные десятками тысяч лет. Закономерность здесь одна – технологическая и символическая сигнатура, которая не должна была существовать в то время и в тех местах, где ее находят. И одинаковое молчание повсюду, где ее находят. Кто-то умел делать то, чего официально не должен был уметь. Оставил это в камне, в земле, в пещерах, разбросал по всей планете и исчез. Были ли это люди, пережившие катастрофу, которая стерла все остальное? Была ли это цивилизация, существовавшая до последнего ледникового периода? Или что-то иное, для чего у нас пока нет категории? Ответа нет, а артефакты есть. Одно я знаю точно, если внимательно смотреть, больше увидишь. Давай смотреть вместе. Лайк, подписка, колокольчик и помни, удивительное рядом. Пока!